связи, насколько меня видно, слышно. Мне показывает, что меня слышно. Да, слышно, все хорошо, поехали дальше. Так, ну так вот, я, в общем, рассказывал про то, что на валютной паре австралийский доллар с долларом сейчас, в принципе, готовится сигнал на продажу. То есть изначально здесь мы по фракталам определили уровни поддержки или сопротивления. Если цена часом закроется ниже, чем 0,79, 0,71 900, то нужно будет открыть сделку на продажу на 200 сначала пунктов. Сначала на 200 пунктов, а потом уже дальше смотреть, потому что дальше можно будет еще немножечко заработать. Поэтому здесь, да, действительно готовый сигнал. Вот. Слышно ли меня? Что-то от вас обратной связи нет. Угу. Слышно, все хорошо. Следующее. Следующая валютная пара, которую смотрим, это новозеландский доллар. Здесь похожая ситуация на H4. Что мы с вами видим? Предыдущий фрактал уже был пробит. То есть вот он был, да, то есть 0,67 300. Пробит. Текущий фрактал, текущая линия поддержки, это 0,67 ровно. Вот здесь на 150 пунктов покупать я не вижу, продавать я не вижу смысла. То есть только если цена пробьет вот этот вот уровень, то тогда мы пойдем дальше вниз и очень уверенно, в принципе. То есть до уровня 0,66 700, это 300 пунктов. Ну а дальше следующие фракталы уже находятся значительно ниже 0,65. Вот. Линия сопротивления у нас здесь будет 0,67 600. Просто потому, что вот здесь вот была такая более-менее импровизированная коррекция. И, соответственно, вот здесь следующий фрактал там 0,68 100. Все установили, смотрим. То есть для меня точкой входа будет, если цена пробьет 0,67 ровно, да, то есть вот этот вот лоу у цены, который был, если она преодолеет, то он тогда будет дальше еще сильнее падать. Можно будет открывать сделку на продажу, и, возможно, это будет даже в следующем часе. То есть у нас до следующего часа осталось 15 минут. Мы с вами как раз-таки за это время все остальные валютные пары просмотрим. Вот. А если что, то здесь можно будет открывать сделку на продажу. Угу. Дальше. Евро-иена. Здесь нет никакого сигнала на 4 часах. Делаем что? Выставляем 122 300. Выставляем, ну вот здесь вот по максимуму текущей коррекции 122 600, 122 700 приблизительно. Здесь наверх до 124, вниз до 121. На H1 ничего не происходит. Все. Фунт иена. Та же самая история. На H4 мы с линии на фунт иене.
Вот. На H4 мы выставляем, получается, у нас поддержка будет 158, сопротивление это хвост текущий, вот предыдущей, точнее, свечки, который совпадает с линией сопротивления. Ну, а дальше вот, собственно, те линии, которые у нас здесь стоят, они как раз-таки являются фрактальными, поэтому мы их не изменяем, оставляем на том же самом уровне. Сигнала пока что никакого нет. Евро-фунт, сигнала никакого нет. Здесь на H4 можно раз сопротивление, два сопротивления. Вот мы зону сопротивления с вами нашли. Поддержка будет хвост текущей свечи предыдущей. И следующая цель это вот у нас 0,77. На часовом таймфрейме нет никакого сигнала. Фунт-франк, H4. Здесь что делаем? Поддержка 0,41,100. Сопротивление хвост предыдущей свечи. Цель при пробитии сопротивления это 1,43, 44, 100. А дальше вот здесь у нас вниз цель получается. Ну, тут вообще потрясающая цель. Это 1,4800. Наверх, если что, то тоже вот здесь 45. Все. Это все, что нам на сегодня требуется. Так, видно, слышно. Хорошо. Вот, то есть, итак, соответственно, что мы сейчас с вами делаем? У нас здесь цена уже идет даже к следующей цели по австралийцу. Профукали мы этот момент, но тут на самом деле не страшно, потому что цена упала всего лишь на 100 пунктов. У нас прибыли сейчас было бы с вами в любом случае где-то 50, учитывая спред. Поэтому мы, собственно, ждем. Евро-доллар ничего не ждем, фунт-доллар ничего не ждем здесь. Подождите, а почему на фунт-доллар у меня нет никаких линий? Фунт-доллар давайте посмотрим, H4. Так, первая поддержка будет 1,44,300. Сопротивление 1,45, то до 1,45,500. Если вниз, то до 44 ровно. Еще вот здесь вот посмотрите, у нас есть 44 500, но, собственно, его я по фракталу не выделяю, потому что неинтересно. Вот. На часовом таймфрейме посмотрим. На часовом таймфрейме цена отбивается от 20 скользящий сигнал, к открытию сделки, конечно, здесь нет. То есть, поэтому пока что здесь ничего не ждем. То есть у нас есть только две валютные пары, которые мы сейчас ждем. Это австралийцы и новозеландец. Вот. Всем ли все понятно? Если все понятно, вопросов нет, пока что я вебинар не выключаю, я просто отключу звук. 10 минут мы с вами ждем завершения часа, и через 10 минут я в скайпе буду, точнее также в вебинаре будем решать, открывать сделку или нет.
Так, ну что, меня сейчас должно быть слышно? Вроде бы. Давайте проверяем. Я что-то говорю. Ага. Так, поехали. Дальше. Вот час у нас закончился. Новозеландец, как видите, он просто хвост бросил. И причем, что не очень хорошо, это хвост выше, чем предыдущий хвост. И, соответственно, линию поддержки он не пробил. Поэтому сделку сейчас открывать будет неправильно. Австралиец закрылся ниже 0,79 900, поэтому можно что сделать? Можно открыть сделку небольшим объемом на австралийца. То есть вот мы открываем австралийца на четверке. Маленьким, ой, простите, почему еврофунт? Еще раз. Австралийский доллар, 0,1 лота. Измеряем, сколько денег мы можем заработать. Здесь потенциально 140 или 400, до 20 скользящей 190, поэтому что мы делаем? Мы запускаем сделку на продажу. Почему доллар-канадец? Сейчас австралийский доллар с долларом. Take profit пока не ставим, это у нас катана плюс, минус. Катана плюс-минус, это почему? Потому что сигнал не очень точный. Открываем здесь сделку. Окей. Дальше что я делаю? Дальше выставляем take profit пунктов на 350. 350. Даже 400 поставим. 400. Все. Для чего это нам нужно? То есть, во-первых, там все-таки у нас появился сигнал. Здесь комментарий обязательно необходимо иметь. Вот, то есть появился сигнал, и можно открывать сделку. По новозеландцу, еще раз говорю, то есть вот у нас условия по австралийцу. Закрылась ниже, да, можно продавать. То есть какие возможны движения у цены? Цена может несколько подтянуться наверх, но при этом может двигаться с большей долей вероятности. Уже коррекция вот здесь вот была после какой-то новости, соответственно, она, скорее всего, будет двигаться вниз. Если цена дойдет до 0,71 700, то мы поставим стоп-лосс без убыток и take profit перетянем на 0,71 500. По новозеландцу в этот момент мы ничего не делаем, потому что здесь коррекции практически не было. То есть здесь лучше дождаться пробития 0,67 ровно и там уже продать на 300 пунктов. А потом уже дальше смотреть. Вот. Все ли понятно? То есть вот еще раз, из запущенных сделок у меня запущена только продажа австралийца с тейк-профитом 0,71 400 и все. Комментарий катана плюс-минус. Ну, в принципе, вот так вот мы будем с вами по утрам торговать. То есть будем отсматривать сигналы, я буду рисовать линии, мы будем сделки вместе запускать. Те люди, которые не присутствуют в утренних вебинарах, будут вебинары просматривать по вечерам по возможности, когда у них появляется время, а сигналы читать в групповом чате в скайпе. Сейчас все остальные маленьким лотом это столько, сколько я вчера говорил. Вот. Насчет маленького лота, давайте так договоримся. На этой неделе мы с вами торгуем в одну сделку, заводим не более 1% от депозита. То есть для 10 тысяч это 0,1 лота, для 2000 это 0,02 лота и так далее. На следующей неделе мы начнем торговать 2% от депозита в одну сделку.
Через неделю будет у нас там 4% от депозита, и мы дойдем с вами к концу обучения к тому, что каждая сделка будет открываться у нас 10% от депозита. Торопиться не нужно, сейчас торгуем только 1% от депозита. Вот. Ну что ж, на сегодня все. Остальные рекомендации буду давать уже в групповом чате в скайпе. Пересматривайте сейчас записи первого вебинара, если вам непонятно, как я нашел уровни поддержки сопротивления. Сами рисуйте их, сами смотрите дальше потом, были ли отскоки от этих уровней или нет и так далее. Если какие-то вопросы у вас есть, которые мы не можем решить дистанционно, то тогда приходите в офис. Меня сегодня в офисе не будет где-то, не знаю, по-моему, часа в 2 уйду, где-то на час, на 2, возможно. То есть с 4 часов до 6 свободное время. В 6 часов будет у меня, скорее всего, лекция, и с 6 до 7 буду занят. Нет, стоять, с 6 до 6:30 у меня сегодня свободное время, так что можете подходить. Вот, на сегодня вот этот вебинар заканчиваем. Завтра будем разбирать с вами, что такое дивергенция и с чем ее едят. Сегодня все. Спасибо за внимание. Всем большой прибыли.